Сегодня 11 октября 2025 года и всех приветствуем из очень и очень неспокойной Одессы. Сегодня в Одессе была еще одна страшная ночь, которая имела свои негативные последствия для всего города. Коту что-то бросает сокот. Я думаю, что он мяукает, что он просит. Оп! А там летят подарочки. И здесь сразу ажиотаж. Одесских котов любят. Поэтому, посмотрите, они красивые какие. Красивый кот — это когда кот толстенький. Все. Окошко закрылось. Ничего больше котикам не дают. Смотрите, как он ждет. С окошка дали ему какую-то колбаску или сосиску, и все. Кот в ожидании чуда. Два кота. Кот и кошка, по-моему. Они не просто сидят, они просят. Да, еще. Класс. Вот. Еще им кусочек курочки, оказывается, бросили. Вот. Класс. В последнее время все чаще и чаще наша страна, наша Украина подвергается ракетным ударам, дроновым обстрелам, и все это летит по энергообъектам нашей страны. Страдают различные города и регионы. Позавчера это был Киев, Днепропетровск, по-моему, Львов, а сегодня ночью это уже была Одесса. Нас еще пару месяцев назад начали усиленно предупреждать, что в этом году может быть сложная зима для каждого, потому что может не быть света, может быть не быть отопления, может не быть газа, и как жить в такой ситуации непонятно, и каждому нужно быть к этому готовым. Сегодня ночью мы почувствовали, что зима близко. Поздно ночью раздался сигнал воздушной тревоги, и оказалось, что на Одессу летит целый рой дронов. Сразу всех начали предупреждать, чтобы заряжали свои гаджеты, заряжали свои телефоны, потому что, скорее всего, будут бить по энергообъектам. Но так и получилось. Вот такие звуки вчера ночью слушали одесситы. И посмотрите на эти вспышки. Вчера они освещали просто весь город. В разных районах было их видно, и все люди были в ужасе. Никто не понимал, что происходит и почему так ярко. А это все потому, что били по энергосистеме нашей Одессы и нашего Одесского района. Сразу у всех погас свет. В большей части города, вот с кем я не переписывалась ночью, ни у кого не было уже электроэнергии. И сразу же после обстрела написали, что впоследствии атаки в Одессе и в области была повреждена энергетическая инфраструктура, что были очень сильные пожары на объектах энергетической инфраструктуры. Загорелся трехэтажное здание отельно-ресторанного комплекса. Также пострадали частные дома, пострадал один 25-этажный дом. Но самое страшное, что страдают всегда люди. И вчера пострадала 47-летняя женщина, которая попала, к сожалению, в больницу. Когда я вернулась с укрытия, дома не было ни света, ни воды. И, конечно, в такие минуты становится страшно, что это надолго, и в таких условиях жить просто невозможно. В некоторых городах Украины света, воды нет по несколько дней. К счастью, нам пока повезло. В Одессе быстро ликвидируют последствия. Привлечено очень много работников различных служб, чтобы помочь людям быстрее вернуться к нормальной жизни. И с утра в кранах появилась вода, появилась электроэнергия, и все в целом хорошо. Но, конечно, еще не во всем городе есть свет. Некоторые абоненты еще остаются без него. На некоторых улицах еще до сих пор слышны звуки генераторов, и из-за перебоев с электроснабжением в Одессе временно изменено количество рабочих трамваев и троллейбусов. Некоторые маршруты курсируют не по привычным схемам, а другие вообще остановились, и людям сложно добираться на работу или в другие места, куда им необходимо поехать. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного оборудования и предоставить электроэнергию всем
пользователям. И, конечно, мы всех за это благодарим. И хочется верить, что таких обстрелов будет как можно меньше. Но наша суровая реальность остается нашей реальностью, в которой мы живем. Поэтому с утра нас уже предупреждают о новом обстреле в течение 48 часов, что снова могут бить энергетику Украины. Поэтому не забывайте заряжать все, что у вас есть, потому что это очень и очень важно. Когда все садится и у людей начинается паника, где зарядить, то образуются очень огромные очереди, и вы просто не будете успевать зарядить элементарно свой телефон. Поэтому делайте это все заблаговременно, тем более, что все много раз уже предупреждают. Да, классно, спасибо. Может, кому-то привет хотите передать? Парень сказал, что меня знает, наверное, смотрел наши видео, но, к сожалению, прошел дальше. Вот, смотрите, какая осень. Какие яблоки аппетитные. Если бы они продавались, я бы их здесь купила. Вы знаете, кто не успел летом приехать в Одессу, несмотря на то, что прохладно, вот еще месяцок здесь будет атмосферно. Все украшено какими-то красивыми осенними листьями, тыквами. Поэтому, если вы думаете, стоит ли вам сейчас приезжать в Одессу, то, в принципе, можете рискнуть. Ну, конечно, жаль, что можно попасть на такую погоду, как сегодня. Я смотрю на мужчину в форме и понимаю, что мне нужен такой дождевик, чтобы не ходить вот это с зонтом. Пройдем еще с вами через дождливый Пале Рояль, и можно ехать домой. В самом сердце Одессы, всего в нескольких шагах от оперного театра, прячется уютный зеленый уголок. Это Пале Рояль. Я его просто обожаю. Это одно из моих любимых мест в Одессе. Это не просто сквер, это маленький островок истории и воспоминаний о старой Одессе. Когда-то здесь был вообще военный плац. И в середине 19 века все изменилось, потому что в 1842 году по проекту архитектора Торричелли появились торговые ряды в стиле парижского Пале Рояля. Так и родилось название Одесский Пале Рояль. В начале 20 века торговые ряды были перемещены в пассаж на Дерибасовской улице. Ансамбль торговых рядов перестроили, а название осталось. В 1921 году из-за серьезных холодов и нехватки топлива деревья в сквере едва не вырубили на дрова. Но, к счастью, приняли правильное решение, никто их не тронул, и мы с вами можем гулять и наслаждаться их красотой. Сейчас это место для многих фотосессий, потому что здесь оперный театр для прогулок, отдыха, и здесь тоже открылось много заведений и различных кафе, где люди любят проводить свое время в любое время года и в любую погоду. Несмотря на то, что в Одессе много разрушений из-за войны, сейчас негативные события вокруг нас все время происходят, но все равно этот город очаровывает такими местами, и попадая в них, становится как-то легче. Переключимся с вами на позитив. Проходим как раз замечательный итальянский ресторан Кома, который находится в Пале Рояль. И хочу прямо отсюда передать большой привет и поздравления от всей нашей семьи в Запорожье к нашему дорогому Анатолию Афанасьевичу. Анатолий Афанасьевич, мы поздравляем вас с днем рождения, желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира, добра и всего самого наилучшего. И, конечно, пусть сбываются все ваши мечты и желания. А вот через проходик мы с вами попадаем на одну из самых известных улиц Одессы, на улицу Екатерининскую. Новое название — улица Европейская. И здесь, как всегда, огромное количество автомобилей. Сейчас из-за холодов все быстренько пожелтеет, листья опадут, и все. Вот такая сегодня жизнь в Одессе. Будем надеяться, что обстрелов, о которых предупреждают, не будет нигде в Украине, и все у нас с вами будет хорошо. Всем хорошего, тихого, замечательного дня, и до встречи в следующем видео из прекрасной Одессы. Пока-пока.